Как беженцам из Советского Союза удалось за 10 лет построить преступную империю, которая держала в страхе весь Нью-Йорк. В 70-х годах через океан хлынула волна эмиграции. Евреи бежали от преследований, надеясь на новую жизнь в Америке. Среди них оказались воры, мошенники и бандиты из Одессы, Киева и Москвы. Они привезли с собой жестокость советских зон и презрение к закону. Американская полиция даже не подозревала, что скрывается за вывесками туристических агентств в Брайтон-Бич. Пока обычные иммигранты мыли посуду в ресторанах, эти люди создавали структуры, которые через несколько лет станут кошмаром для ФБР. А началось все с простой аферы с бензиновыми талонами, которая принесла больше денег, чем все ограбления итальянской мафии вместе взятые. Их встречали представители еврейских благотворительных организаций, раздавали одежду и расселяли в дешевые квартиры Брайтон-Бич. Первые советские иммигранты высадились в Нью-Йорке зимой 1973 года. Этот район на побережье Бруклина когда-то был курортной зоной, но к 70-м превратился в трущобы с облупившимися домами и пустыми магазинами. Американцы бежали отсюда, а советские беженцы заполняли пустоту. Среди обычных людей, искавших спасения от антисемитизма, прибыли профессиональные преступники. До этого он отсидел 15 лет в советских лагерях за убийство. В Америке он назвался жертвой политических репрессий. Евсей Агрон приехал из Ленинграда в 1975-м. Вячеслав Иванков по кличке Япончик прилетит позже, в 1992-м, но его люди начали готовить почву уже тогда. Михаил Маркович, Борис Найфельд, Моня Эльсон – все они осели в Брайтон-Бич и сразу принялись за дело. Американская полиция не понимала, с кем имеет дело. Детективы привыкли к итальянской мафии с ее четкой иерархией и кодексом чести. Русские работали иначе. Они не признавали правил, не боялись крови и действовали с невероятной жестокостью. Когда владелец ресторана отказался платить дань, ему отрезали пальцы и отправили жене по почте. Другому бизнесмену подожгли машину вместе с детьми внутри. Весть об этом разлетелась по всему Брайтон-Бич за несколько часов. Агрон создал первую организованную группировку. Он собрал вокруг себя бывших зэков и спортсменов из советских республик. Грузины, армяне, узбеки, национальность не имела значения. Главным было умение драться и готовность убивать. Они обложили данью все русские магазины, рестораны и такси. Владельцы платили по $300 в неделю. Кто отказывался, получал визит ночью. Громили витрины, избивали хозяев, поджигали склады. К концу 70-х Брайтон-Бич полностью контролировался русской преступностью. На улицах появились казино, подпольные бордели и нарколаборатории. Полиция не совала нос в эти дела. Местные жители не говорили по-английски и боялись властей больше, чем бандитов. Многие приехали по поддельным документам или дали взятки советским чиновникам за разрешение на выезд. Они не могли жаловаться, иначе их депортировали обратно в Союз. Русские рестораны превратились в штаб-квартиры преступных группировок. В ресторане «Одесса» на Брайтон-Бич-авеню Агрон проводил встречи и делил территории. Здесь же решались вопросы жизни и смерти. Официанты знали, если босс отводит кого-то на кухню, этот человек больше не вернется. Трупы увозили в рефрижераторах для рыбы и сбрасывали в океан. За 3 года в районе пропало больше 20 человек. Полиция не нашла ни одного тела. Михаил Маркович первым понял, как обворовывать американское государство. В 1976-м он открыл медицинскую клинику на Кони-Айленд-авеню. Формально она обслуживала русских иммигрантов по программе бесплатной медицинской помощи. На деле пациенты получали пустые рецепты, а Маркович выставлял счета страховым компаниям за несуществующие операции. Одному старику приписали удаление аппендикса 3 раза за год. Женщине начислили 17 родов за 8 лет. Схема приносила $50 тысяч в месяц. Но настоящие деньги пришли из бензина. В конце 70-х федеральное правительство ввело налог на топливо. 4 цента с каждого галлона. Компании-дистрибьюторы должны были собирать налог и передавать его государству. Русские создали фиктивные фирмы, покупали бензин оптом, продавали его на заправке и исчезали, не заплатив ни цента налогов. Через месяц регистрировали новую компанию и повторяли схему. Лоуренс Иориццо, итальянец из Лонг-Айленда, дальше управлял сетью заправок. Он познакомился с Маркови через общих знакомых и сразу понял масштаб возможностей. Русские предложили ему партнерство. Иориццо давал заправки, они поставляли бензин без налогов. Разницу делили пополам. За первый месяц заработали $200 тысяч, за второй – $500 000. К 80-му году в схеме участвовало больше сотни заправок по всему Нью-Йорку. Бензин шел потоком. Фиктивные компании плодились как грибы, их регистрировали на бомжей, наркоманов и умерших людей. Когда налоговая служба начинала проверку, компания уже не существовала, документы вели в никуда. Деньги оседали на счетах в панамских банках. Особую роль играл Давид Богатин. Он прилетел из Москвы в 1977-м с $200 в кармане. Через 5 лет владел 20 заправками и жил в пентхаусе Трамп Тауэр.
Богатин покупал станции через подставных лиц, снабжал их нелегальным топливом и отмывал деньги через ювелирные магазины. Он лично знал Дональда Трампа и появлялся на светских приемах с моделями и политиками. Схема работала безотказно, потому что русские использовали советский опыт. В Союзе они годами обманывали плановую экономику, подделывали отчеты и воровали государственное имущество. Американская система казалась им детской забавой. Налоговые инспекторы не могли отследить цепочки фиктивных компаний. Документы составлялись грамотно, печати были настоящими, подписи проверенными. За 5 лет бензиновая афера принесла русской мафии больше $2 миллиардов. Это больше, чем все итальянские семьи Нью-Йорка зарабатывали на наркотиках и проституции вместе взятых. Деньги текли рекой. На них покупали рестораны, ночные клубы, автосалоны и недвижимость. Брайтон-Бич превратился в золотое дно. По вечерам улицы заполнялись черными кадиллаками и линкольнами. Бывшие советские зэки в малиновых пиджаках швыряли деньгами в стрип-клубах и заказывали шампанское ящиками. Евсей Агрон сидел в ресторане «Распутин», когда в него выстрелили. Майским вечером 80-го года киллер подошел к столику и выпустил 3 пули в голову. Агрон выжил, но потерял глаз и частично парализовало левую сторону тела. Заказчиком был Борис Найфельд, его бывший партнер. Найфельд хотел контролировать весь Брайтон-Бич, но Агрон отказался делиться властью. Покушение запустило волну насилия. Люди Агрона убили 2 телохранителей Найфельда прямо на улице средь бела дня. Найфельд в ответ поджег 3 ресторана, принадлежавших конкурентам. Тела находили в багажниках машин, в мусорных баках, в пустых складах. За лето 80-го года погибло 14 человек. Полиция арестовывала подозреваемых, но свидетели отказывались давать показания. Дела разваливались в суде. Итальянская мафия наблюдала за русскими с опаской. Семья Гамбино контролировала Бруклин десятилетиями, но не совалась в Брайтон-Бич. Пол Кастеллано, глава семьи, встретился с Агроном в 81-м. Разговор был коротким. Кастеллано предложил русским платить дань и работать под крышей итальянцев. Агрон отказал. Через неделю один из капо Гамбино исчез. Его нашли в Нью-Джерси без рук и ног. Итальянцы поняли намек и отступили. Русские воевали не только между собой. Они начали экспансию на Манхэттен. Группировка Маркевича захватила контроль над ювелирным кварталом на 47-й улице. Владельцы магазинов, в основном евреи, сначала сопротивлялись. Тогда русские взорвали витрину самого крупного магазина. Хозяин потерял товара на $3 миллиона. Остальные согласились платить без разговоров. Моня Эльсон специализировался на вымогательстве у русских бизнесменов. Он приходил в офис с 2 головорезами и объяснял правила: 10% от прибыли каждый месяц. Отказ означал смерть. Один программист из Москвы, открывший компьютерную фирму, попытался жаловаться в полицию. Эльсон узнал об этом через коррумпированного копа. Программиста избили бейсбольными битами так, что он провел полгода в больнице. После этого никто не обращался к властям. Деньги от вымогательства шли на расширение империи. Русские покупали автомойки, химчистки и продуктовые магазины. Через эти заведения отмывали доходы от бензиновых афер и наркотиков. Героин начал поступать через Брайтон-Бич в 82-м. Его везли из Афганистана через советские республики, потом через Европу в Нью-Йорк. Курьерами работали моряки с советских торговых судов. Они прятали наркотики в контейнерах с икрой и водкой. К середине 80-х русская мафия контролировала большую часть преступного бизнеса в Бруклине. Они держали в руках проституцию, наркотики, азартные игры и вымогательство. ФБР создало специальное подразделение для борьбы с русской организованной преступностью, но агенты не знали языка и не понимали культуры. Попытки внедрить информаторов проваливались. Русские проверяли каждого новичка через связи в СССР. Одного агента под прикрытием вычислили за неделю. Его избили и бросили на пороге офиса ФБР с запиской: «Учите своих людей лучше врать». Майкл Франзес из семьи Коломбо понял, что упускает миллионы. Сын знаменитого мафиози Сонни Франзеса. Он был капо и контролировал строительный бизнес на Лонг-Айленде. В 1983 году Лоуренс Иориццо, который уже работал с русскими, предложил ему войти в бензиновую схему. Франзес согласился и принес в дело связи с итальянскими семьями. Теперь операция работала как швейцарские часы. Русские создавали фиктивные компании и вели документооборот. Итальянцы обеспечивали крышу и связи с чиновниками. Франзес лично встречался с сенатором от Нью-Йорка, который за процент закрывал глаза на нарушения. Деньги шли через цепочку подставных фирм в Панаму, оттуда в Швейцарию, потом возвращались в США как законные инвестиции. Давид Богатин расширил сеть до Флориды и Калифорнии. Он покупал заправки через родственников и друзей из СССР. Его брат Яков управлял западным побережьем. Двоюродный брат Семен контролировал Майами. За год они открыли 50 новых станций. Каждая приносила чистыми $20 тысяч в месяц. Схема усложнилась. Теперь они не просто не платили налоги, но и разбавляли бензин.
На подпольных заводах в Нью-Джерси топливо смешивали с керосином и промышленными растворителями. Качество падало, но цена оставалась той же. Машины ломались, двигатели выходили из строя, но покупатели не понимали причину. Один химик из Ленинграда придумал формулу, которая проходила все проверки качества. За это ему платили 10 тысяч в месяц и предоставили дом в пригороде. Налоговая служба начала расследование в 1984-м. Агент Джон Маккафри 3 года собирал доказательства. Он отслеживал цепочки компаний, изучал банковские переводы, допрашивал владельцев заправок, но каждый раз упирался в стену. Документы были безупречны, свидетели молчали, компании исчезали раньше, чем он успевал подать в суд. Францесс и Богатин встречались раз в месяц в ресторане на Малбери-стрит. Они делили прибыль и обсуждали новые территории. К 1985 году оборот достиг $500 миллионов в год. Чистая прибыль составляла 120 миллионов. Францесс покупал яхты и виллы во Флориде. Богатин приобрел 2 этажа в Трамп Тауэр за 6 миллионов наличными. Русские начали инвестировать в легальный бизнес. Они открывали рестораны, ночные клубы, автосалоны. Михаил Маркович купил сеть аптек и начал новую схему с рецептурными лекарствами. Врачи выписывали фиктивные рецепты на обезболивающие, аптеки получали возмещение от страховых компаний, таблетки продавали на черном рынке. Оксикодон и Викодин шли на расхват. Наркоманы платили по $50 за таблетку, которая обходилась в $2. Но самым прибыльным оставался бензин. Система разрослась на 18 штатов. В нее были вовлечены сотни людей, от водителей бензовозов до банкиров. Коррупция проникла во все уровни власти. Инспекторы получали взятки, полицейские закрывали глаза, судьи выносили мягкие приговоры. Один федеральный прокурор из Нью-Джерси был на зарплате у Богатина. Он предупреждал о готовящихся облавах и сливал информацию о свидетелях. ФБР поняло масштаб катастрофы только к концу 80-х. Бюджет терял миллиарды долларов ежегодно. Русская мафия стала богаче и влиятельнее итальянских семей. Они покупали политиков, судей и копов. Империя оказалась неуязвимой. Джон Готти ненавидел русских, но нуждался в их деньгах. Когда он стал главой семьи Гамбино в 85-м, казна была пуста. Федералы накрыли 3 крупнейшие схемы, арестовали 20 капо и заморозили счета. Готти нужны были наличные, и он знал, где их взять. Встреча состоялась в марте 86-го в социальном клубе Раверните на Малт-стрит. Готти пришел с Сэмми Гравано, своим заместителем. Русских представлял Вячеслав Иванков, который только что прилетел из Москвы. С ним были Богатин и Маркович. Разговор шел через переводчика. Готти предложил простую сделку. Итальянцы дают русским доступ к профсоюзам и строительным контрактам. Взамен получают 20% от всех операций. Иванков отказал. Он сказал, что русские сами защитят свой бизнес. Гравано потянулся к пистолету, но Готти остановил его. Япончик даже не дрогнул. Он достал фотографию дочери Готти и положил на стол. Смысл был ясен без слов. После этого установилось шаткое перемирие. Итальянцы и русские поделили сферы влияния. Манхэттен оставался за Гамбино, Бруклин за русскими, Квинс делили пополам. В Бронксе работали вместе. Но доверия не было. Итальянцы считали русских дикими варварами без понятий. Русские презирали итальянцев за слабость и устаревшие методы. Реальное сотрудничество началось с контрабанды. Семья Лукезе контролировала аэропорт Кеннеди. Через него шли товары из Европы, электроника, одежда, сигареты. Русские предложили новый маршрут. Они везли икру, водку и меха из СССР через Вену дальше в Нью-Йорк. Таможенники получали взятки, документы были в порядке. За первый год провезли товара на $15 миллионов. Виктор Жеребцов, бывший инженер из Москвы, придумал схему с алмазами. Он покупал необработанные камни в Сибири через связи в министерстве, вывозил их дипломатической почтой в советское посольство в Вашингтоне. Там алмазы забирал курьер и вез в Нью-Йорк. Гранили камни в подвалах на 47-й улице, продавали через ювелирные магазины. Прибыль делили с семьей Дженовезе 50/50. Но главным совместным проектом стала наркоторговля. Русские наладили канал героина из Афганистана. Опиум-сырец везли через Таджикистан в Москву, там перерабатывали в героин на подпольных заводах. Дальше через Польшу и Германию в Амстердам, оттуда контейнерами в порт Нью-Йорка. Итальянцы обеспечивали распространение через уличных дилеров. За килограмм платили $40 тысяч. На улицах он стоил 300 тысяч. Семен Могилевич прилетел из Москвы в 89-м. Он был другого уровня. Не уличный бандит, а финансовый гений. Могилевич создал сеть компаний по всему миру для отмывания денег. Он встретился с представителями всех 5 итальянских семей и предложил услуги. Теперь их грязные деньги шли через его систему. Венгрия, Израиль, Швейцария, Кипр. Комиссия составляла 15%, но деньги становились чистыми и неотслеживаемыми. Итальянцы признали, что русские превзошли их в изощренности. Старые методы вымогательства и грабежей приносили копейки по сравнению с финансовыми схемами. Джимми Кало, советник семьи Коломбо, говорил: «Эти русские украли больше за 10 лет, чем мы за 100».
и ни один не сел в тюрьму. К началу 90-х граница между русской и итальянской мафией размылась. Они работали вместе над крупными проектами, но сохраняли независимость. Русские оставались непредсказуемыми и опасными. Один неверный шаг, и начиналась война. Все помнили судьбу Эдди Гарафало, капо из семьи Бонанно. Он попытался отжать ресторан у русских. Его тело нашли в бочке с кислотой в Нью-Джерси. Агент Кеннет Маккейб получил дело о русской мафии в 87-м. До этого он 15 лет охотился на итальянцев и думал, что знает организованную преступность. Первый допрос русского информатора показал, насколько он ошибался. Свидетель рассказывал о схемах, которые казались фантастикой. Маккейб проверил. Все оказалось правдой. ФБР создала специальную группу из 12 агентов. Они начали с прослушки телефонов в Брайтон-Бич. Но русские говорили на смеси языков. Русский, идиш, украинский, блатной жаргон. Переводчики не успевали расшифровывать записи. Один разговор занимал 3 дня работы. К тому времени преступники уже меняли схему. Лоуренс Иориццо сломался первым. Налоговая служба прижала его в 88-м. Ему грозило 30 лет тюрьмы за уклонение от налогов. Иориццо согласился сотрудничать и выдал всю бензиновую схему. Он рассказал про Франзеза Богатина Марковича, называл имена, даты, суммы. Его показания заняли 400 страниц. ФБР начало массовые аресты в январе 89-го. Они накрыли 23 заправки одновременно, изъяли документы, арестовали 60 человек. Но главные фигуры ускользнули. Богатин узнал о готовящейся операции за неделю. У него был свой человек в прокуратуре. Он вывез деньги, уничтожил компрометирующие бумаги и улетел в Израиль. Маркович скрылся в Москве. Франзеза арестовали, но доказательств было недостаточно. Майкл Маркевич, владелец ювелирного бизнеса, согласился работать на ФБР. Ему вживили микрофон в ремень и отправили на встречи с криминальными авторитетами. 3 месяца он записывал разговоры о вымогательстве, убийствах, наркотиках. Маркевич передал агентам список из 140 имен. Все ключевые фигуры русской мафии в Нью-Йорке. Его нашли в багажнике собственной машины в мае 89-го. Тело было изуродовано до неузнаваемости. Опознали по зубам. На груди вырезали слово «крыса» на русском. ФБР потеряла главного свидетеля, а русские получили предупреждение никакого сотрудничества с властями. Агенты попытались внедрить своего человека. Джеймс Моран, оперативник с итальянскими корнями, выучил русский и создал легенду. Он представился бизнесменом из Чикаго, ищущим партнеров для отмывания денег. Первая встреча прошла в ресторане «Националь». Русские слушали, задавали вопросы, проверяли детали. Через неделю позвонили и пригласили на вторую встречу. Моран пришел в складское помещение в Бруклине. Там его ждали 5 мужчин. Они раздели его догола, обыскали, проверили на прослушку. Ничего не нашли, микрофон был в машине. Потом начали допрос. Откуда он, с кем работал, кого знает. Моран отвечал по легенде. Один из русских позвонил в Чикаго и начал проверять факты прямо при нем. Легенда выдержала. ФБР подготовила почву заранее, но дальше начались проблемы. Русские потребовали, чтобы Моран доказал серьезность намерений. Он должен был отмыть пробную партию денег, $500 тысяч. ФБР выделило средства, Моран провел деньги через подставные компании и вернул их чистыми. Русские остались довольны. Теперь они хотели, чтобы он участвовал в реальной операции – ограблении ювелирного магазина. Моран отказался, агенты не могли участвовать в преступлениях. Он сослался на проблемы с законом в Чикаго и необходимость лечь на дно. Русские насторожились. Через 2 дня к его дому подъехала машина с тонированными стеклами. Моран заметил слежку и сообщил куратору. Операцию свернули экстренно. Его вывезли из Нью-Йорка и дали новую личность. К концу 80-х ФБР арестовало больше 100 членов русской мафии, но империя продолжала работать. На место арестованных приходили новые люди из СССР, поток иммигрантов не прекращался. Среди них были профессиональные воры в законе, киллеры, мошенники. Они встраивались в существующие структуры и продолжали дело. Юрий Беньяминов открыл брокерскую контору на Уолл-стрит в 1991 году. Офис располагался в престижном здании на Броуд-стрит с видом на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Легально он торговал акциями для русских иммигрантов. Нелегально отмывал сотни миллионов долларов для криминальных структур. Схема называлась Pump and Dump. Русские скупали акции никому неизвестных компаний по центу за штуку. Потом брокеры обзванивали тысячи людей и впаривали им эти бумаги по $10. Рассказывали про прорывные технологии, секретные контракты, скорый выход на биржу. Наивные инвесторы покупали, цена росла, русские продавали свои акции на пике. Компания банкротилась через месяц. Обманутые люди оставались ни с чем. За один такой цикл зарабатывали по $20 миллионов. Беньяминов провернул 43 операции за 3 года. Общая сумма превысила 800 миллионов. Деньги шли в Швейцарию, оттуда в Израиль, потом возвращались как законные инвестиции в американскую недвижимость.
Феликс Слейтер, сын одесского иммигранта, работал иначе. Он окончил юридический факультет Колумбийского университета и получил лицензию биржевого брокера. В 93-м устроился в престижную фирму White Rock Partners. Там познакомился с Сальваторе Лаурией, который управлял подпольной биржей для итальянской мафии. Они объединились и создали фирму Stratton Oakmont вместе с Джорданом Белфортом. Офис занимал 3 этажа на Лонг-Айленде. Работало 300 брокеров. Каждый делал по 200 звонков в день. Продавали мусорные акции пенсионерам, домохозяйкам, мелким бизнесменам. Обещали доходность 300% годовых. Слейтер привел в дело русских из Брайтон-Бич. Они давали стартовый капитал и отмывали доходы. Могилевич лично инвестировал 50 миллионов в операцию. За это получал 30% чистой прибыли. Деньги текли рекой. Брокеры зарабатывали по миллиону в год. Слейтер купил особняк в Хэмптонсе за 8 миллионов наличными. Но настоящая инновация пришла от Александра Катзайлера. Этот математик из Ленинграда придумал схему с кредитными картами. Он создавал фиктивные компании, которые якобы продавали товары через интернет. Люди платили картами. Деньги поступали на счета компаний. Товары никто не получал. Компании закрывались. Банки возмещали убытки клиентам из своих средств. Схема работала идеально, потому что интернет-коммерция только начиналась. Банки не успевали отслеживать мошенничество. Катзайлер обработал больше 10 тысяч краденных номеров карт. Каждая приносила в среднем $3000. За год заработал 30 миллионов. Комиссия по ценным бумагам начала расследование в 95-м. Они проверили Stratton Oakmont и нашли нарушения на каждом шагу. Белфорта арестовали в 98-м. Слейтер получил год тюрьмы, но выбрался за полгода по УДО. Катзайлер скрылся в России и продолжил работу оттуда. Русские поняли, что Уолл-стрит прибыльнее уличной преступности. Они начали скупать брокерские лицензии, открывать инвестиционные фонды, создавать финтех-стартапы. Легальный бизнес давал крышу для отмывания денег. К концу 90-х через Уолл-стрит проходило больше $1 миллиарда русских криминальных денег ежегодно. Банк Нью-Йорка оказался в центре скандала в 99-м. Люси Эдвардс, вице-президент банка, замужем за русским бизнесменом Петром Берлином. Вместе они вывели из России $10 миллиардов через счета банка. Деньги принадлежали олигархам, чиновникам и криминальным авторитетам. ФБР арестовало супругов, но большая часть денег исчезла в офшорах. Вячеслава Иванкова арестовали в Брайтон-Бич летом 95-го года. Япончик жил в роскошной квартире на Оушен Парквей и считал себя неприкасаемым. ФБР наблюдало за ним 2 года, записывало разговоры, собирало доказательства. Обвинения включали вымогательство, отмывание денег и заказные убийства. Его взяли рано утром, когда он выходил из подъезда. Иванков не сопротивлялся, только усмехнулся и сказал агентам: «Вы не знаете, что начали». Арест япончика запустил цепную реакцию, русские авторитеты по всей стране почувствовали давление. ФБР развернула масштабную операцию «Красная мафия». Одновременные облавы прошли в 12 городах. Арестовали 130 человек за один день. И изъяли оружие, наркотики, поддельные документы, $23 миллиона наличными. Евгений Двоскин, один из главных киллеров Иванкова, согласился давать показания. Он рассказал про 38 заказных убийств. Называл имена жертв, заказчиков, исполнителей. Описывал методы. Стреляли в машинах, взрывали квартиры, травили в ресторанах. Одного бизнесмена утопили в бассейне его собственного особняка. Другого сбросили с крыши небоскреба и оформили как самоубийство. Показания Двоскина разрушили омерту русской мафии. Другие начали сдавать своих. Григорий Луштак выдал схемы отмывания денег. Владимир Гинзбург рассказал про связи с российскими спецслужбами. Оказалось, что многие авторитеты работали на ФСБ и передавали информацию о русской диаспоре в Америке. Семен Могилевич попал в список 10 самых разыскиваемых преступников ФБР в 99-м. Ему приписывали создание транснациональной преступной империи с оборотом в $10 миллиардов. Могилевич контролировал проституцию в Восточной Европе, торговлю оружием на Ближнем Востоке, отмывание денег через европейские банки. Он жил в Москве под защитой российских властей и насмехался над американским правосудием. Но главный удар пришел изнутри. Алексей Шерстобитов, финансовый директор бензиновой мафии, вел двойную жизнь. Днем он управлял потоками миллионов, ночью передавал копии документов агентам ФБР. 3 года он собирал доказательства. Банковские выписки, контракты, записи разговоров. Досье занимало 20 томов. В 2001-м федеральный суд Нью-Йорка вынес приговоры по делу бензиновой мафии. Майкл Франзес получил 10 лет, Лоуренс Иориццо – 15. 23 человека сели на сроки от 5 до 25 лет. Государство конфисковало имущество на $800 миллионов. Дома, машины, яхты, счета. Давид Богатин жил в Израиле и считал себя в безопасности. Но в 2002-м его экстрадировали в США по запросу Министерства юстиции. Израильский суд долго сопротивлялся. Богатин имел гражданство и связи, но давление было слишком сильным. Его посадили в самолет в наручниках.
В Нью-Йорке Богатина ждал суд, который приговорил его к 30 годам тюрьмы. Иванков вышел на свободу в 2004 после 9 лет заключения. Его депортировали в Россию. Там он попытался восстановить влияние, но время изменилось. Новое поколение криминальных авторитетов не признавало старых воров в законе. В июле 2009 года япончика застрелили в центре Москвы на выходе из ресторана. Киллер выпустил 4 пули в упор. Иванков умер в больнице через 2 месяца, не приходя в сознание. Михаил Маркович исчез в 2002. Последний раз его видели в Праге. По одной версии, он живет в Южной Америке под чужим именем. По другой, его убили свои же за кражу общака. Тело так и не нашли. К середине 2000-х русская мафия в Америке была разгромлена. Главные авторитеты сидели в тюрьмах, скрывались за границей или лежали в могилах. Империя, которую строили 20 лет, рухнула за 5. ФБР конфисковало активов на $3 миллиарда, закрыли сотни подставных компаний. Арестовали больше 500 человек. Брайтон-Бич сегодня выглядит как обычный иммигрантский район. Русские рестораны, продуктовые магазины, салоны красоты. Туристы приезжают попробовать борщ и купить матрешки. Никто не помнит, что 30 лет назад здесь правили самые жестокие преступники Америки. Но наследие русской мафии никуда не делось. Оно просто ушло в тень и стало изощреннее. Методы, которые изобрели Богатин и Байсмаркович, теперь используют по всему миру. Схемы с фиктивными компаниями и налоговыми уклонениями стали стандартом организованной преступности. ФБР до сих пор находит новые вариации бензиновой аферы в разных штатах. Финансовые схемы русской мафии оказались настолько эффективными, что их переняли итальянцы, мексиканцы, китайцы. Система отмывания денег через цепочки офшорных компаний, которую создал Могилевич, работает до сих пор. Каждый год через нее проходят миллиарды долларов криминальных денег. Власти закрывают одну дыру, появляются 3 новых. Киберпреступность стала новым фронтом. Русские хакеры из Москвы, Киева и Одессы взламывают банки, крадут данные кредитных карт, вымогают деньги у корпораций. Они работают из России, но жертвы – американцы. ФБР не может их достать, российские власти не выдают своих граждан. Ущерб исчисляется десятками миллиардов долларов ежегодно. Некоторые дети криминальных авторитетов пошли в легальный бизнес. Они окончили престижные университеты, открыли технологические компании, инвестиционные фонды. Стартовый капитал пришел из криминальных схем 90-х, но теперь это чистые деньги. Они покупают недвижимость на Манхэттене, владеют ресторанами в Майами, инвестируют в Кремниевую долину. Связи между русской организованной преступностью и российскими спецслужбами стали еще крепче. Многие авторитеты работают на ФСБ и ГРУ. Они отмывают деньги олигархов, финансируют политические операции, собирают информацию о русской диаспоре. Граница между криминалом и государством в России стерлась окончательно. Феликс Слейтер после тюрьмы стал информатором ЦРУ. Он помогал отслеживать финансовые потоки террористических организаций. Потом работал советником в кампании Трампа и участвовал в переговорах о строительстве башни в Москве. Его прошлое всплыло во время президентской кампании 2016 года. История получила огласку, но серьезных последствий не было. Так как же беженцам из СССР удалось построить криминальную империю? Ответ прост. Они привезли с собой опыт выживания в самой жестокой системе 20 века. Советский Союз научил их обманывать государство, не доверять никому и действовать безжалостно. В Америке эти навыки превратились в оружие массового поражения. За 20 лет русская мафия украла у американского государства больше денег, чем все банковские грабители в истории США вместе взятые. Они не носили масок и не размахивали пистолетами. Они использовали калькуляторы, юристов и коррумпированных чиновников. И это оказалось намного эффективнее. Последний удар русской мафии по Америке еще впереди. Потому что дети тех, кто строил империю в 70-х, теперь занимают высокие посты в бизнесе и политике. Они знают обе системы, говорят без акцента и имеют связи по обе стороны океана. Это уже не уличные бандиты из Брайтон-Бич, это новая элита с криминальными корнями и безграничными амбициями.